Здравствуйте, с нами сегодня Алена Соха, дерматолог. Итак, перейдем к вопросам. Здравствуйте. Почему вы решили стать доктором? Почему вы выбрали такую специализацию? На самом деле, в своей юности я выбирала между юристом, учителем и врачом. Подумала, что юрист и учитель мне вообще не подходят, ну и врач оказалось самое то. Меня поддерживали родители, моя мама, и как-то все сошлось. Специализацию выбрала тоже достаточно не банально. Мне нравилась микробиология в университете. Мне очень нравились микроорганизмы, простейшие грибки, бактерии, и казалось это очень увлекательным. Но я хотела быть врачом. Микробиолог — это все-таки больше ученый, а хотела все-таки лечить людей. И мне показалось, что дерматовенерология — это как раз-таки то, что близко к микроорганизмам. На самом деле, частично это правда, особенно что касается венерологии, лечения инфекционных сексуально-трансмиссивных заболеваний. Но в дерматологии тоже периодически встречаются микроорганизмы. А где вы учились? Я училась, первую ступень своего образования получила в Беларуси. Я закончила Белорусский государственный медицинский университет, потом переехала в Латвию, и здесь уже после того, как сдала все экзамены, продолжила резидентуру по дерматовенерологии, и уже конкретно в Латвии я реализовалась как дерматовенеролог, как врач-дерматолог. Сейчас продолжаю, кстати, обучение тоже, но сейчас продолжаю свое образование и уже учусь в докторантуре. Это смежно с работой. А что же вредит коже? Да, это вопрос, который не предполагает короткого ответа, потому что, наверное, стоит начать с того, что кожа — это очень большой орган, это самый большой орган нашего тела, и это видимый орган, его площадь составляет более 2 метров квадратных, и в результате этого представляете, сколько всяких различных разнообразных факторов может вредить коже. Но, наверное, максимально активно и максимально знакомо для всех нас то, что коже вредит солнце, чрезмерное увлечение ультрафиолетовыми лучами. То есть это может быть солнце, это может быть солярий, но можно, конечно, этот список продолжить, и на самом деле коже вредит все то, что вредит нашему организму в целом, да? То есть это увлечение вредными привычками, это курение, употребление алкоголя, наркотических препаратов, ведение нездорового образа жизни. Можно ответить так, что кожа вредит все, что не укладывается в понятие здорового образа жизни. Спасибо. Что такое рак кожи и какие его основные типы? Рак кожи. Рак кожи — это злокачественная опухоль кожи. И злокачественная опухоль кожи может развиваться из клеток меланоцитарных, и тогда это развивается меланома, агрессивный рак кожи, а также может злокачественная опухоль развиваться из клеток дермы и эпидермиса, и тогда это не меланоцитарные виды рака кожи, виды опухоли, это, например, базально-клеточный рак или плоскоклеточный рак. Но, наверное, у всех на слуху меланома как наиболее агрессивный рак кожи, в целом рак из всех видов раков, которые очень быстро прогрессируют и вызывают наиболее катастрофичные последствия, в том числе и смерть. В чем разница между меланомой и немеланомным раком кожи? Меланома развивается из меланоцитарных родинок, то есть это именно клеточки, которые имеют в составе своем, которые продуцируют пигмент меланин. Максимальная разница — это, конечно, то, что меланоцитарный или меланома — это агрессивный рак кожи, базалиома или плоскоклеточный рак — это тоже рак, но он не настолько агрессивен, то есть он не всегда дает метастазирование и, скажем, редко заканчивается смертельным исходом. Однако есть позитивная новость, и опять-таки вернемся к тому, что кожа — это видимый орган, и так как это видимый орган нашего тела, мы имеем возможность делать самодиагностику и вовремя замечать развитие онкологических процессов. Какие факторы могут увеличить риск развития рака кожи? Здесь мы опять возвращаемся к тому, что это ультрафиолетовое излучение, увлечение, чрезмерное ультрафиолетовое излучение. Это доказанный факт, что чрезмерное увлечение солярием или загаром, неконтролируемым, небезопасным загаром приводит и способствует развитию рака или потенцирует развитие рака гораздо раньше, чем это могло бы быть.
Ну, конечно же, это генетические аспекты, это генетическая предрасположенность, которая тоже оказывает большое влияние на развитие онкологических заболеваний кожи. Это те же факторы, вредные факторы окружающей среды, например, работа на каком-то активном вредном производстве, а также это пациенты, у которых есть иммунодефицитное состояние, например, ВИЧ-инфекция, гепатиты, туберкулез, у них тоже возникает активно, то есть у них тоже есть определенная предрасположенность к развитию онкологических процессов кожи. Кто больше подвержен раку кожи, мужчины или женщины, взрослые или подростки, с каким типом кожи, светлым или смуглым, с большим количеством родинок и веснушек или с маленьким? Если говорить о том, кто больше подвержен, то между мужчинами и женщинами практически нет никакой статистически значимого отличия. То есть и женщины, и мужчины подвержены практически в одинаковой степени риску развития онкологических процессов кожи. Если говорить о взрослые или дети, или взрослые или подростки, статистически, конечно, больше подвержены взрослые. Почему? Потому что за свою жизнь взрослые уже накопили то количество солнечных дней, солярии и всего остального, вредного ультрафиолетового воздействия, и поэтому, конечно, рак во взрослом возрасте развивается статистически чаще, чем в подростковом или в детском возрасте. Однако все-таки, наверное, благодаря и тому, что мы живем, так как мы живем, и на нас и в детском, и в подростковом возрасте продолжают действовать определенные вредные факторы окружающей среды, рак молодеет, и действительно встречаются варианты, когда онкозаболевания кожи развиваются и в условно молодом возрасте, это может быть и 25 лет, и 30 лет, и 35, и, соответственно, бывают, конечно, это генетически предрасположенный рак, когда онкологическое заболевание развивается в подростковом и даже в детском возрасте. Какие меры профилактики рака кожи вы бы порекомендовали подросткам? Опять мы вернемся к тому, что не нужно загорать. Опять, конечно же, дерматолог — это определенная профдеформация. Мы не рекомендуем загорать, или если рекомендуем загорать, то рекомендуем загорать безопасно. То есть, действительно, одной из основных мер предрасположенности по предотвращению рака кожи является защита кожи от солнца и от ультрафиолетовых лучей. То есть не посещать солярий, и если загорать, то загорать безопасно. Что это значит? Избегать загара незащищенного в активные солнечные часы, это с 11 до 4 вечера. Использовать обязательно правильные и в достаточном количестве средства для загара. От загара крема с солнцезащитным фактором. Правильно их наносить, не забывать обновлять, использовать правильную одежду, которая способна защитить покровы кожи, головные уборы, которые экранируют кожу. И, соответственно, тоже немаловажным фактором является возможность, тем более сейчас в наш век смартфонов, следить за ультрафиолетовым индексом. Если он выше 3, то это уже прямая индикация к тому, чтобы использовать солнцезащитный крем. Как правильно выбирать солнцезащитный крем? Крем солнцезащитный выбирается по степени защиты. Мы дерматологи рекомендуют использовать средства от 30, SPF 30 и выше. Лучше, конечно, 50, особенно если мы имеем в виду пляжный сезон и использование крема на пляже. Если говорить о какой-то классификации между солнцезащитными кремами, то эта классификация: есть крема на основе физических фильтров и есть крема на основе химических фильтров. И чаще всего используются в нашем мире крема, которые сочетают в себе и физические, и химические фильтры, просто потому что это гораздо удобнее с точки зрения аппликации на кожу, они более комфортны и носибельны. Химические фильтры, опять
опять-таки, мы можем продолжить эту тему, указав на то, что химические фильтры иногда обладают большим потенциалом вызывать аллергические состояния кожи, то есть именно раздражать кожу. И, например, если мы говорим об использовании солнцезащитного крема в детском возрасте, то у маленьких младенцев до 6 месяцев не рекомендуется использование никаких кремов с SPF, а только экранирование одеждой. А у деток с 6 месяцев то допускается использование уже только физических фильтров, ну и, соответственно, дальше уже смотреть маркировку, там, где написано, допустим, использование крема рекомендуется от 3 лет или от 6 месяцев. Опять-таки это обусловлено тем, что эти крема иногда могут потенцировать развитие аллергического контактного дерматита, особенно у такого нежного возраста, у нежной кожи. Как часто нужно проходить дерматологический осмотр и что включает в себя такой осмотр? Дерматологические осмотры рекомендуется проходить раз в год каждому человеку, собственно, включает он в себя, если это дерматологический осмотр, желательно, конечно, чтобы он уже включал в себя дерматоскопию. Да? Дерматоскопия – это метод диагностики новообразований кожи, как доброкачественных, так и злокачественных. То есть дерматолог с помощью определенного специального прибора дерматоскопа может и должен проверить любое образование на коже. И, соответственно, в результате этого осмотра дерматоскопии дерматолог сразу составляет мнение, это образование подозрительное, или оно имеет все признаки злокачественности, или оно имеет все признаки доброкачественности. Ну и, конечно же, осмотр дерматологом кожи, в принципе, предполагает то, что мы и невооруженным глазом тоже смотрим на все состояние кожи, на все виды высыпаний, используем дерматоскоп. И, кстати, дерматоскоп используется не только, когда необходимо осмотреть родинки, да, ну, невус или родинки, но и, в принципе, любого характера сыпь. Может ли одежда защитить от рака кожи? Если да, то какую одежду следует носить? Да, однозначно, одежда тоже защищает. Это один из самых тоже основных факторов и средств экранирования кожи от ультрафиолетовых лучей. И мы можем выбирать, на самом деле, любую одежду, которая хорошо закрывает покровы кожи. Да? То есть это может быть рубашка с длинным рукавом, это могут быть брюки, это может быть какие-то накидки, парео, если это пляжный сезон, ну, собственно, все что угодно, то, что просто максимально активно закрывает кожные покровы. Конечно же, комфортнее, когда одежда выбирается светлых тонов, потому что, опять-таки, происходит светоотражение, и человеку не так жарко в момент нахождения на солнце. И на самом деле у человека, у которого есть повышение каких-то факторов риска развития онкологических процессов на коже, рекомендуется использование не только солнцезащитных кремов, но также и экранирующей одежды, и обязательно головного убора. Особенно это важно, например, для мужчин или для молодых людей, у кого короткие волосы, потому что у девушек, у женщин все-таки волосы иногда прикрывают тоже часть лица, наш кожный покров, скальп, уши в том числе. А у молодых людей так не происходит, и тогда, конечно, рекомендуется использование головных уборов. Между прочим, можно немножко отвлечься от аспекта потенцирования онкологических процессов, но ультрафиолетовое излучение оказывает негативное влияние в целом на нашу кожу, если это чрезмерное ультрафиолетовое излучение, потому что это способствует преждевременному старению. То есть, собственно, уменьшается и ухудшается качество нашего коллагена, соответственно, увеличивается степень фотоповреждения кожи, фотостарения. Какие признаки и симптомы рака кожи мне следует искать? На самом деле дерматологи рекомендуют проводить самоосмотр родинок. Конечно, это, наверное, трудно выполнить в домашних условиях, когда родинок очень большое количество, но когда это условно не очень большое количество родинок, то рекомендуется периодически осматривать свои родинки, хотя бы визуально вспоминая, выглядели они примерно так же или нет. Да? Какие признаки могут свидетельствовать о том, что
стоит обратиться к врачу, если родинка начинает активно меняется ее форма, меняется ее цвет, она вдруг начинает чесаться и кровоточить, или просто кровоточить, а на ней образуются какие-то корочки, которые то образуются, падают, образуются опять падают. Если активно набирается количество темного пигмента, да, например, родинка становится активно темной, черной практически, это тоже признаки того, что необходимо обратиться к врачу. И точно так же стоит обратиться к врачу в том случае, если наблюдается образование абсолютно новой родинки, которой до этого не было. Но тут нужно немножко отойти обратно. Почему? Потому что в целом образование новых родинок характерно до возраста 30-35 лет. После 35 лет, когда образуется де-ново родинка, абсолютно новая родинка, это уже повод обратиться к врачу пораньше, ну не ждать этот условный год, а обратиться пораньше. До 30-35 лет теоретически мы можем получать определенные новые невусы, новые родинки, особенно после солнечного сезона, после отпуска, после того, как кожа сгорела, или после того, как она очень много загорала, но не сгорала, то в течение полугода после условного лета мы будем ждать на своем теле появления новых родинок, новообразований. Опасно ли травмировать родинку и ее сдирать? Если это однократный эпизод, который просто однажды случайно произошел, это не значит абсолютно никак, что вот все образуется онкологией или процесс поменяется в плохую сторону. Но если, например, родинка находится в месте, где происходит постоянное травмирование этого участка кожи, например, молнией, застежкой, какой-то другой одеждой, расческой, то такая регулярная травматизация, конечно, ведет тоже к определенному риску потенцирования онкологического процесса или видоизменения этой родинки, то, что она начнет как минимум активнее расти и тоже напугает человека. Является ли очень сухая кожа или очень жирная причиной для развития разных опасных заболеваний для кожи? Да, является. На самом деле и очень сухая кожа, и очень жирная кожа – это результат того, что нарушен защитный барьер нашей кожи. У нас есть гидролипидная мантия кожи. В случае, если кожа очень сухая, то этой мантии практически нет. Это значит, что у нас потенцируется образование аллергических дерматитов, контактных дерматитов, атопического состояния кожи, когда очень сухая кожа, да, то есть зуд. Плюс всегда, если отсутствует гидролипидная мантия кожи, повышается риск присоединения вторичной инфекции, например, грибковых микозов кожи, да, или каких-то бактериальных инфекций, и, соответственно, тоже вирусных. То есть это в какой-то степени отсутствие вот этого гидролипидного барьера кожи, это, собственно, фактор того, что у кожи снижается локальная иммунная защита. Если говорить про жирную кожу, то аналогично. Какую уходовую косметику лучше не использовать? Агрессивную. Если мы говорим об уходовой косметике с точки зрения того, что это крем, умывание, то действительно агрессивную косметику не стоит использовать, или лучше всего использовать косметику, которую вам рекомендуют специалисты, профессионалы в своем деле. Это может быть косметолог или врач-дерматолог. Потому что если это условно молодой возраст и нет проблемы, то подойдет практически любая косметика для ежедневного использования. Однако, если есть какие-то заболевания, хронические дерматозы, там, например, акне, да, или атопический дерматит, то, конечно, самостоятельно подобрать себе косметику бывает достаточно трудно, да, потому что мы не совсем понимаем, что с кожей происходит, потому что есть очень много подтипов этих состояний. Кожа вроде бы жирная, кажется, надо ее сушить, а она в этот же момент она чувствительная, да, и будем ее сушить, не будет ничего получаться, она все равно будет жирной, еще и красной. Поэтому лучше все-таки обратиться к специалисту. Является ли взаимодействие кожи с химическими веществами, которые есть в бытовой химии, опасными, например, в порошках или чистящих средствах? Опасным является в том случае, если кожа изначально имеет склонность к атопическому дерматиту. Тогда химические агенты в нашей бытовой химии могут провоцировать появление и обострение атопического дерматита. В целом, конечно же,
кожа с ненарушенной гидролипидной мантией может довольно спокойно контактировать и с порошком, и с бытовой химией, и не будет так, что сразу произойдет какой-то ожог или аллергическое состояние. Но если все-таки в анамнезе у пациента есть атопический дерматит, ксероз или такая активная сухость кожи, или присоединение уже вторичных состояний, вторичных инфекций, то всегда стоит выбирать дополнительные меры предрасположенности при контакте с химическими агентами. Какие методы лечения рака кожи существуют и как они выбираются? Можно ли вылечить рак кожи навсегда? Можно. На самом деле можно. И опять-таки можно вернуться к тому, что кожа — это видимый орган, и особое внимание стоит обратить на то, что при диагностике рака кожи на первых стадиях, на ранних формах степень позитивного исхода очень высокая, практически 100%. Конечно же, мы говорим, наверное, в первую очередь о меланоме, как о самом агрессивном раке. Поэтому вот эта самодиагностика и регулярное посещение дерматолога с точки зрения дерматоскопии позволяет нам найти эту опухоль на самом-самом раннем этапе развития, вырезать ее, то есть хирургическое удаление этой опухоли. Это, в принципе, для пациента не меняет его качество жизни, потому что он продолжает... Никакой другой терапии ему не требуется. Ему требуется только регулярный осмотр у дерматолога или дерматоонколога, регулярная дерматоскопия, наблюдение в течение определенного этапа времени. Но никакой другой терапии, там, лучевой или химиотерапии, или таргетной терапии ему нет необходимости. Совершенно другая история развивается, когда мы обнаруживаем опухоль уже на таких поздних стадиях, когда она прогрессирует, когда она разрастается, метастазирует. Конечно же, тогда к удалению опухоли добавляются другие дополнительные методы терапии. Это может быть лучевая терапия, это может быть иммунотерапия, это может быть таргетная терапия. Это может быть удаление предлежащих лимфатических узлов. Ну и, собственно, дерматоонколог вместе с химиотерапевтом выбирает тактику лечения опухоли. Мы говорим сейчас о меланоме, индивидуально для каждого пациента, потому что сейчас, конечно, еще изучается степень генетических мутаций и присутствие этих генетических мутаций. Какие последствия для здоровья кожи могут быть после лечения рака кожи? Кожа становится очень чувствительной. То есть после лечения рака кожи, когда используется терапия не только в виде полномасштабного удаления опухоли, а, например, добавляется иммунная терапия, химиотерапия, лучевая терапия, то, в принципе, у пациента развиваются лучевые дерматиты, дерматозы, то есть такие хронические состояния кожи, которые характеризуются активной чувствительностью, покраснением, сухостью кожи вот в том районе, где происходила сама терапия. Влияет ли питание на риск развития рака кожи? В какой-то степени да. Почему да? Потому что мы вернемся к тому, что для нашей кожи полезно все то, что является принципами здорового образа жизни. Да? Если мы говорим о том, что мы ведем абсолютно нездоровый образ жизни, то есть человек ведет нездоровый образ жизни, это обычно предполагает и употребление всего чего, соответственно, и различных и наркотических, и психотропных, и алкогольных веществ, и это, конечно, может повлиять и потенцировать риск развития рака кожи. Но какого-то такого продукта, что вот обязательно будем употреблять в еду, я не знаю, например, семена чиа, у нас не разовьется рак, или наоборот разовьется, но такого нет. Насколько опасны татуировки для кожи? Если я буду отвечать с точки зрения врача, то да, достаточно опасным, потому что сейчас я перечислю все риски, которые могут возникнуть в результате использования татуировки. Да. Татуировка — это определенное хирургическое вмешательство в кожу, это определенная хирургическая манипуляция, потому что происходит травмирование кожи, а, соответственно, в моменте нанесения татуировки может также присоединиться инфекция.
Это могут быть бактериальная, грибковая инфекция, вирусная инфекция, а точно так же это повышенный риск того, что может присоединиться Б, С гепатит, другого вида гепатиты, ВИЧ-инфекция. Это момент травмы обуславливается еще тем, что у всех индивидуально заживает сам процесс татуировки. Иногда могут быть нарушены факторы заживления кожи, и тогда в месте нанесения татуировки может развиваться килоидный или гипертрофический рубец. Это тоже определенный и достаточно значимый дискомфорт для пациента. И опять-таки вернемся к основному. Татуировка — это краска, и периодически, иногда действительно на краску может быть аллергическая реакция. Краска вводится в кожу, она там и остается, она никуда не выводится, она мигрирует в лимфатические узлы, но тем не менее есть какой-то постоянный остаток этой краски в организме. К сожалению, бывают пациенты, которым очень сильно может не повезти, и в результате вот этой краски развивается перекрестная аллергическая реакция, и у пациента могут наблюдаться аллергические состояния, например, на использование солнцезащитного крема. Да? То есть, опять-таки, татуировка с точки зрения медицины требует к себе повышенного внимания. Нужно действительно взвесить все факторы за и против, насколько это необходимо человеку, и тогда уже принимать решение. Но всегда помнить, что есть определенные последствия. Да? И, опять-таки, еще вспомнить о том, что, возможно, через какое-то время татуировка перестанет радовать, и захочется от нее избавиться, и это занимает много времени. Вот. Что вы думаете о пирсинге с точки зрения его влияния на кожу? Здесь на самом деле все достаточно аналогично, потому что пирсинг — это тоже травма кожи, это определенная хирургическая манипуляция кожи. Пирсинг может быть, самый известный для нас пирсинг — это, наверное, мочки ушей, к которым мы все привыкли, да, но пирсинг может использоваться в любых частях тела, и тогда мы тоже должны вспоминать о том, что любая травма кожи — это риск присоединения вторичного состояния, да, вот всех вышеперечисленных инфекций. И опять мы начинаем, опять задумываемся о том, где используется этот пирсинг, для чего необходим, например, пирсинг в ротовой полости, это губы, это язык. Это всегда дополнительные трудности в заживании, и это всегда дополнительная травма для, например, зубов, да, потому что металл все время контактирует с зубной эмалью, соответственно, получаются определенные трещины, и гигиена ротовой полости, она всегда затруднена. Какие еще опасные заболевания могут быть на коже? На самом деле множество, да, любое заболевание на коже может быть опасным. Даже акне, просто прыщики, они могут быть опасными, потому что акне бывает прогрессирует и вызывает активный и очень тяжелый психологический дискомфорт для пациента, и эстетический дискомфорт, и тяжелую реабилитацию. Но на самом деле и псориаз может быть опасен, и атопический дерматит, и развитие разнообразных лимфом. В дерматологии любое состояние может прогрессировать, да, и прогрессировать до такого процесса, который очень плохо и трудно контролируется. На этом вопросы у меня закончились. С нами была Алена Соха, дерматолог. До свидания. Спасибо.